Всем привет, с вами Игорь. И сегодня продолжим разбирать историю моего ветряка, его модернизации, переделки многочисленные, биографию, так сказать. Ну, как я уже говорил в первом видео. Кстати, кто смотрит первый раз это видео, у меня будет ссылочка под этим видео в описании на плейлист, там где я собрал все видео именно по ветрогенератору. Итак, в первой части я рассказал, что первая версия была не жизнеспособна совсем, так как она была очень большая, диаметр ветряка был очень большой, чересчур для меня завышен, и там были ремни. А на ремнях и на низких оборотах оно работать не будет. Итак, вторая версия у меня, я ее разобрал, подрезал ему крылышки, так сказать. И он у меня стал что-то около 7 с лишним метров. Или около 7 метров, что-то около 7 метров диаметр. Вот. Потом я заменил ремни на редуктор. Мотор-редуктор. У меня генератор это обычный асинхронный двигатель. Корпус все там из синхронного двигателя. Тяжелый, конечно, но тем не менее я его скрутил с редуктором. Вот, есть такие мотор-редуктора планетарные. Там уже все куча. Уже ничего придумывать даже и не надо. Там какой-то редуктор лепить, что-то все такое. Уже все оно есть. Можно сделать генератор на базе асинхронника и скрутить его с редуктором, и будет вам мультипликатор. Там они есть на всякие передаточные числа. Уже готовый надежный узел, между прочим. Вот. Но я настаиваю, что редуктор или мультипликатор это только в случае крайней необходимости. Крайне, если уже по-другому вообще никак. Вообще никак. Тогда надо ставить мультик. Вот. Без него никак, тогда ставьте. Если без него можно обойтись, как-то выкрутиться, сделать больший генератор другими путями, даже если это будет дороже вам стоить и тяжелее, то лучше делайте без мультика. Я вам говорю, это самый проблемный узел ветряка моего. Вот эти вот мультики, редукторы, они вечно что-то там не то. Вот, он жрет еще, кроме всего того, что он надежность ухудшает, понижает сильно, он еще плюс энергию жрет. Вот, там куча масла, которого зимой за самого масла его стартануть тяжело, потому что в редукторе, в мультике масла много, холодного, захоловшего. Один геморрой от него, от этого мультика. По возможности лучше делайте без него. Я сделал это, скрутил я редуктор, мультипликатор получился у меня. Передаточная там у него, это я купил новый планетарный редуктор 3МП. Вот. К моему двигателю, уже генератору, скрутил их. Там 7, по-моему, 7 с лишним передаточное было, что-то около 8 даже. Передаточное число. Я его за вал прокрутить не мог. Ветряк его прокручивал нормально. Единственное, что старт немного был утруднен, но ветряк стартовал так более-менее хорошо. Вот, за счет ширины крыл, у меня ширина крыла что-то сантиметров до 30 было, аж до самого края крыла. И за счет того, что там 4 крыла. 4 крыла, это хороший будет старт. Если больше крыльев, еще больший старт, лучший старт. Вот. И вот такая вот у меня была вторая версия. И во второй версии, назовем ее 2.0, у меня даже не было тормозов у нее. Да, не было. Я понадеялся на мощность генератора. Он был сделан вообще из мотора асинхронного на 7,5 киловатт. Вот. И он был способный выдать, такую мощность. Я его на токарном замерял. Он нормально, он выдал бы этих 7 киловатт. Я вам скажу, легенько. Вот.
Ну, я, правда, долго не пробовал, там уже токарный станок стал упираться, где мы его испытывали. Вот. Но он нормальную мощность выдавал. Поэтому я понадеялся на мощность генератора и на то, что я все время дома, в принципе, я могу его остановить, если что. Вот. Но все-таки я тормоза потом сделал после одного случая. Короче, даже я был дома, не на работе, был дома. И, ну, вот как, может, замечали, вот начинается гроза, да, и перед грозой двигается такой, как бы, фронт, наверное, вот эта вот туча такая черная, и перед ней ветер. Вот всегда перед грозой вот такая ветровая волна, вроде как, она проходит, сильный ветер, потом идет дождь, там уже ветер уже меньше и все такое. Вот, но именно перед началом грозы вот этот вот, как бы, волна ветра идет такая. Кратковременная, но тем не менее бывает очень сильный ветер. Вот, а я что-то во дворе делал. Там занимался, и как-то вот этот вот ветер, так он внезапно меня настиг. И у меня даже, ну, вот этот тормоз у меня был, кирпич висел, там у меня механические тормоза уже были. Вот, и я что-то остановил, ну, летом, мне энергия летом для чего. Вот, кирпич повесил на рычаг, там у меня есть видео про башню, там этот, как у меня механический тормоз сделан. Вот, это колодки там уазовские, просто разжались, там кирпич, короче, висел. Подул, короче, этот ветер, и я вспомнил за свой ветряк. А он как раз стоял, он был, у меня еще работал за башней, поэтому он всегда поворачивается против ветра без хвоста. Вот. И он повернулся на ветер из-за сильного порыва ветра. И начал раскручиваться даже на тормозах. Вот с кирпичом, там кирпич висит, давит его. Ну, сколько там он висит? Конечно, он немного висит. Ну, при таком нормальном ветре там его хватало, чтобы он не стартанул. А вот когда буря была, он его не удержал. И он со старта начал с этим кирпичом раскручиваться. Вот. И, короче, я вспомнил за этот свой ветряк. Так быстро он, короче, налетел, этот ветер, очень быстро. Не было, тут раз и налетел. Я так бегу к нему, а бежать мне далеко. От дома до ветряка у меня метров 100. Даже, наверное, немножко больше, чем 100 метров. Я специально ее там поставил, чтобы если что-то улетать будет, то пускай себе там улетает, падает, где нет домов, там, за огородом. И я, короче, к нему бегу, вот, и он раскручивается. Но он уже раскрутился, он быстро раскрутился. И такой звук был, как от взлетающего вертолета. Большого такого, грузового вертолета. Как... Вот такой вот звук был от ветряка. Там такие обороты были. Вот. Нагрузка была подключена, и кирпич висел на тормозе, он их не чувствовал, понимаете. Он раскручивался там до таких оборотов запредельных. Я думал, что что-то отлетит. Но что интересно, вот я бегу к нему, короче. Добежал я до ветряка, очень быстро бежал, наверное, никогда так не бегал. И стал ветер этот уже утихомириваться, уже останавливаться ветер. Смотрю уже вот это вот, ну я повис на тормозе, остановил его. У меня уже он останавливался не так, как первый вариант, что я там не мог его остановить. Тут уже останавливал. Ну, кирпича, правда, мало было на такой ветер. Вот. Короче, остановил я его, передохнул. Вот. Ничего не отпало, посмотрел, что интересно. Короче, экзамен мой ветряк выдержал, да. Такой экзамен, конечно, лучше его бы не было, но он его выдержал. Ничего не отлетело, ничего не отпало, ничего никому не пробило. Но обороты, я же говорю, такой звук был, ну как вертолет, взлетающий вертолет. Вот, такой, страшно. Да, и после этого я решил сделать ему аэродинамические тормоза. Вот. И в первом варианте они у меня были вот такие вот. Вот такие вот были у меня тормоза. Такая фанерка, она здесь, вот видите, да, тут след от нивюры. Вот он, след, остался отпечаток. А труба приходилась как раз вот здесь. Вот я в прошлом видео показывал как бы скелет лопасти своей крыла. Труба как раз приходилась вот здесь. Вот тросик проходил в трубе. В
трубе аж к центру. Там у меня система торможения, кстати, тоже есть видео, смотрите, у меня там в плейлисте. То есть центральная система, она синхронизированная, она осталась та самая, только я вот это вот переделал. А это был первый вариант. И что получается? Крыло вот двигается вот так вот оно двигается, крыло. И при определенных оборотах центробежная сила, вот здесь у меня петелька такая, видите, фанерка. Фанерка, она на этой петле. Оно вот так вот отгибает его. И вот это вот оно становится, вот так вот уже двигается крыло. Оно против ветра, вот этой площадью против ветра, и оно тормозит. А так его держит тросик. Натянутый, в закрытом состоянии ее держит постоянно тросик. Там пружина центральная, все эти хлопушки, я их назвал хлопушки, они были синхронизированы и открывались одинаково все. Или все закрыты, или все открыты. Благодаря центральной пружине, которая держала этот тросик. Здесь вот такой вот упорчик, чтобы он не открывался дальше, ну, вот, до 90 градусов открылся он и все, больше он не открывался. Вот такие были тормоза у меня. Я потом посмотрел, ну, маленькая площадь была довольно торможения, я еще сюда прикрутил вот такую вот каемочку, как бы еще кусок фанерки, увеличил площадь. Вот с этой площадью он намного лучше тормозил. Вот, и я вам скажу, даже на сильных ветрах вот эти тормоза справлялись очень даже и неплохо. Вот. Но почему я их решил поменять? Я их решил поменять, потому что заметил, что даже в сложенном состоянии, когда он, ну, не тормозит, то есть вот так вот он стоит и вот так вот двигается, вот так вот. Вот эта штука, она тормозит. Почему? Вот, ну, теоретически кажется, что ветер, он так вот, ну, раз крыло вот так вот двигается, то и ветер должен вот так вот прямо в торец дуть, вот сюда вот, да? Вот так, прямо сюда, как вы смотрите. То есть он не должен никакого, эта штука моя, хлопушка, тормоз, никакого сопротивления. Но оказалось, а я так наблюдал за ним очень долго, что ветер, он как бы край крыла пытается обогнуть вот так вот, как бы, вот так вот сюда, обойти его, как бы, вот эти вот последние сантиметры, десятки сантиметров, он не прямо набегает на крыло, а пытается его обойти, это крыло, вот так вот, по краечку, по торцу обойти. И, соответственно, он как бы вот сюда вот задувает, даже в сложенном состоянии, оно как бы, то есть, вот эта моя штука, она тормозила даже, когда они были закрыты. Когда они были закрыты. Вот. Но тормозили они хорошо. Вот, я это заметил, долго наблюдал и понял, что они тормозят. И потом я в следующей версии тормозов уже поменял на ту систему, которая сейчас у меня есть. У меня там есть видео, это поворот края крыла. То есть ВРШ, обычный ВРШ, очень простой в изготовлении. Я там видео, кстати, выкладывал. Никаких токарных работ для него не надо. Центральная система осталась та же. Вот эта пружина, я там видео, кстати, есть. Повторять я не буду. Очень хорошо работает. Но там просто не проворачивается не все крыло, а его последняя часть. Там где-то сантиметров, я уже не помню, 35, кажется. Что такое? Кажется, 35. И этого вполне хватает для нормального торможения. Так как вот именно сам последний край крыла, вот последние вот эти, они дают максимальную мощность, так же само они и тормозят хорошо. Вот такие вот я потом уже сделал тормоза. Ну это сейчас теперешние. А вот те тогда вот работали вот такие ляпухи после того случая. Вот такого страшного случая, да, довольно-таки. Я понял, что не услежу, если вы рассчитываете, что я тоже вот живу рядом с ним, я буду за ним смотреть, если что, остановлю. Не, придет время, месяц, второй пройдет, год пройдет, даже может 2 года у вас получаться будет следить за ним и останавливать, когда будет сильный ветер. Но придет какой-то тогда момент, когда будет буря и у вас не будет рядом, и что-то с ним может случиться. Поэтому советую лучше сразу сделать аэродинамические тормоза и с этим делом не шутить. Вот, ну, наверное, на это видео хватит. В следующем уже продолжим, какие там у меня дальше были модернизации, переделки. Вот.
все. Если что-то кому интересно, спрашивайте в комментариях. Всем пока. До следующего видео.